Всем привет! У нас прогноз на август для знака зодиака Весы. Спасибо, что смотрите. Благодарю вас за лайки, за комментарии. Давайте посмотрим, какие энергии будут внутри вас, вокруг вас происходить в августе. Представители знака зодиака Весы. Работаю я на Таро Акаши. Эта колода имеет доступ к вашим хроникам Акаши. Что ожидает представителей знака зодиака Весы в августе месяце? Хорошо, с какими энергиями вы войдете в август из июля? По этой информации вы поймете, резонирует ли с вами этот расклад. Что у вас будет происходить в августе? Первая декада, вторая декада, третья декада. Энергии, с которой вы выйдете из августа в сентябрь. Энергии, с которой вы входите, здесь ложится восьмерка ключей. Карта называется The Master Artisan. Это у нас мастер-ремесленник. Здесь мы видим, что ювелирная мастерская, сидят ученики, и стоит их мастер-наставник. А из его рук сыпятся драгоценные камни в руки ученика. То есть он делится своими талантами, дарованиями. Карта в прямом положении говорит, что у вас сейчас может появиться возможность предложить свои таланты, намерения, способности миру. Может быть, делая многочисленные вклады, взносы, пожертвования. Карта говорит, не стесняйтесь то, чем вы хотите поделиться с миром. Может быть, сейчас кого-то попросят обучать или тренировать своим навыкам других людей. Может быть, здесь карта говорит о каких-то публичных выступлениях. Или вы захотите демонстрировать, показывать свои дарования, таланты. Но даже если вот эти ваши способности заключаются в любви и сострадании, вы также можете поделиться этими дарами с другими. Сейчас у вас очень хорошее время выстроить вашу репутацию, может быть, воспользоваться теми возможностями, которые приходят в вашу жизнь. Поэтому действуйте, показывайте себя, позвольте себе сиять. У вас есть очень много того, что вы можете привнести в этот мир. Первая декада августа. Здесь у вас ложится седьмой старший аркан. Карта называется Fate in Meeting. Это назначенная или предназначенная судьбоносная встреча. Карта у вас перевернутая, но в прямом положении мы видим, что мужчина и женщина встречаются под часами. У них первое свидание, и они не знают о том, что в прошлой жизни они также были вместе. То ли они не проработали кармические уроки, то ли они их наоборот наработали. То есть как бы карта говорит, что в вашей жизни есть человек, с кем вы планировали вместе работать над вашей кармой. Может быть, для того, чтобы разрушить паттерны прошлых жизней и создать очень большое взаимодействие. Любовь, поддержку, понимание. Но перевернутая карта показывает, что, к сожалению, кто-то из вас двоих не проснулся. И вы, может быть, опять вернулись к вашим старым привычкам, ошибкам. То есть или у вас, или у вашего партнера, партнерши может быть в душе какое-то отрицание. Но вам нужно развивать эти отношения, не оборачиваясь на старые чувства. Вы встретились в этой жизни вместе, чтобы дойти до какой-то цели. Но один из вас не справился со своей задачей, хотя, может быть, вы и оба. Вам нужно было взять обязательства на себя для того, чтобы расти и развивать эти отношения. Ну а сейчас карта говорит, услышьте свой внутренний голос, который говорит вам, что счастье с этим человеком ускользает от вас. А также, может быть, пришло время выйти за рамки этих отношений и посмотреть на других новых партнеров, которые также помогут выполнить вам ваши кармические задачи. Но эти отношения могут относиться не только к любовным взаимодействиям.
Это может быть назначенная встреча по рабочим ситуациям, в творческих проектах, вообще по каким-то важным вопросам вашей жизни. Также это могут быть отношения с членами вашей семьи, с друзьями, с бизнес-партнерами. Вторая декада августа у вас ложится 21-й старший аркан. Он также перевернутый. Это Ариэл и Сфинкс. Мы здесь видим в прямом положении, что Ариэл стоит перед Сфинксом, и на небе полная луна. Сфинкс является молчаливым хранителем истины и древних тайн мира. И здесь архангел Ариэл пришел посовещаться с этим великим источником тайн. Вот карта может указывать, что сейчас для вас наступает время сделать самую важную для вас работу, может быть, даже самую трудную. Это к копанию и внутреннему раскрытию, который приведет вас к осознанию вашей таинственной силы. Вот этот великий сфинкс, с того времени, как он стоит в пустыне, его несколько раз, несмотря на его размеры, по самую шею заносило песком. Когда карта ложится перевернутая, она говорит, что, скорее всего, во второй декаде августа вот эти пески времени снова накроют вас. То есть вы не только отложите в сторону глубокую внутреннюю работу, которая вносит свет в ваше самораскрытие, но и позволите земным мелочам взять над вами верх. То есть как бы удерживать вас от вашего духовного роста. Так как эта карта перевернута, она говорит, может быть, вы сейчас имеете очень сильные склонности возвращаться в ваши старые эмоциональные, мысленные, поведенческие паттерны. Но будьте сейчас осознанны и осторожны, потому что песок быстрый. Сейчас вам нужно будет приложить больше усилий. Но вот этот Ариэл говорит, что, скорее всего, есть в вашей духовной или физическом мире человек, который может вам помочь. Вам просто нужно найти вот эту родственную душу, которая разделит с вами поиск духовности. Потому что вы всегда были и всегда будете самой важной работой, которую вы когда-либо имели. Поэтому откапывайтесь. Да, и сделайте вот эти отношения и вашу внутреннюю работу для вас сейчас новым приоритетом. Третья декада августа. Здесь ложится король силы, но карта перевернутая. Вообще король силы показывает, когда у человека очень много энергии, сил, когда он живет в гармонии и балансе с окружающим миром, ну и с окружающими людьми. Когда эта карта приходит перевернутая, она может для вас показывать время истощенных сил, бездействия, инерции, может быть даже разрозненной энергии. Да, может быть, карта указывает на развод или разлуку с, ради или для короля силы. В плане карьеры карта может указывать на потерю должности в какой-то, может быть, крупной компании. Но также эта карта может указывать на человека с разрушительной энергетикой. Может быть, этот человек сам лишился равновесия и баланса в своей собственной жизни, но теперь он очень плохо влияет, как бы разбалансирует и вас. Иногда это может быть выражено в очевидных признаках негатива, таких как гнев, враждебность. Может быть, у человека постоянная депрессия. Но в других случаях вот эти вибрации могут быть очень тонкими и трудно распознаваться. Но, скорее всего, этот человек эгоистичный, погруженный в себя. Поэтому будьте осознанны, потому что этот человек может быть обаятельным на поверхности, но манипулятором внутри. Если эта карта указывает на партнера в бизнесе или в любви, не торопитесь в оценке истинных вибраций, которые от него исходят. Может быть, ему просто нужно время, чтобы исправить себя. Ну а вам также нужно двигаться дальше. Да, третья декада августа. Здесь у вас ложится двойка ключей. Карта перевернутая, она называется Детрежа. Детрежа — это сокровище. В прямом положении мы видим, что мужчина пришел домой и видит, что весь его дом разграблен. То есть все, что могли, украли, а что не украли, то сломали. Но позади него, вот здесь на маленькой тумбочке, стоит сундучок, из которого пробивается свет.
Это единственный нетронутый в этой комнате предмет. Эта карта может показывать очень большую потерю в вашей жизни, потерю или неприятность. Это может быть потеря работы, отношений, может быть каких-то возможностей. Но вот этот маленький сундучок — это ваш внутренний свет, ваша внутренняя сила. Это то сокровище, которое у вас никто не может ни отнять, ни как-то его повредить, потому что оно находится глубоко внутри вас. И когда эта карта переворачивается, этот сундучок открывается. То есть какие-то разрушительные события могли заставить вас почувствовать себя уязвимыми. Но когда вы раскрыли вот этот сундук с вашим внутренним светом, силой, вы смогли пройти эти сложные испытания. Сейчас для вас жизнь наполняется какой-то новой возможностью, а может быть даже новыми богатыми предложениями от Вселенной, которые у вас на пороге. Вот такой у нас получился прогноз. Я также вам советую смотреть по вашему асценденту. Благодарю вас за просмотр. Всего самого хорошего.